Всем здравствуйте! Продолжаем вязание нашего свитера с жаккардовым узором. В прошлом видеоуроке мы уже сняли все мерки и выполнили необходимые расчеты. Если вы еще не видели этот урок, то ссылку на него я добавлю в верхний правый угол экрана и в описании под видео тоже оставлю ссылку. Сегодня мы продолжаем работу, будем вывязывать горловину и росток. Горловина у нас сложным кетлевочным швом. Сегодня я покажу, как вяжется горловина без углов в местах регланных линий. Давайте приступать. Начнем с горловины. Петли для горловины я буду набирать на воздушную цепочку. Она выполняется крючком. Я беру спицы на 0,25 мм меньше, чем спицы для основного полотна. У меня это спицы 3,25. Нашу воздушную цепочку я поворачиваю вот таким образом изнаночной стороной кверху, и под каждую вот такую вот протяжку я буду набирать петлю. Вязать буду нитью в 2 сложения. Посмотрите, держу цепочку, завожу спицу под протяжку сзади и набираю петлю. Точно таким же образом сзади под вторую протяжку и набираю петлю. Набрать необходимо нечетное количество петель плюс еще 2 кромочные. Я наберу в общей сложности 81 петлю. Я набрала уже все петельки и теперь провяжу один ряд лицевыми. Кромочную снимаю и все петли просто провязываю лицевыми. Мне осталось провязать последнюю петельку, и чтобы она вот так вот не растягивалась, а была хорошей такой крепкой петлей, посмотрите, я сейчас ввожу в нее спицу, и вот этот вот хвост от рабочей нити просто вот так целиком протяну в эту петлю. Благодаря этому петелька затянется, и мы эту петлю последнюю провязываем кромочной. Разворачиваем вязание, и сейчас мы будем уже формировать полую резинку. Кромочную я снимаю. Посмотрите, у нас на наборной цепочке остались вот такие вот протяжки. Я подхватываю эту протяжку, набрасываю на левую спицу и провязываю лицевой. Петлю, которая следующая на спице, изнаночная, я снимаю нить перед работой. Опять беру следующую протяжку на воздушной цепочке, накидываю ее на спицу, провязываю лицевой. А петлю, которая на спице, снимаю не провязанной нить перед работой. Опять берем протяжку, провязываем ее лицевой, а петлю со спицей снимаем нить перед работой. И таким образом весь ряд до конца. Количество петель у нас удвоится. Я уже практически провязала все петли. Смотрите, если трудно протяжку подхватывать при помощи спицы, то можно это делать крючком. Провязали ее и петлю надеваем на спицу. То есть так, как вам удобнее. Подхватываем последнюю протяжку. И провязываем кромочную петлю. Разворачиваем вязание и теперь приступаем уже вязать полноценную полую резинку. Кромочную я снимаю. Дальше у меня идет изнаночная петля, я ее снимаю, нить перед работой, а лицевые петли провязываю.
И так будем делать во всех рядах. Лицевые вяжем, а изнаночные снимаем нить перед работой. Я провязала парочку рядов, теперь можно вспомогательную нитку убрать, просто подтянув за край. Я выдернула рабочую нить. На конце образуется вот такая петелька. Ее нужно будет поднять. Смотрите, я сейчас кромочную распущу. И вот эту петельку спущенную провяжу вместе с кромочной. Все, и со второго края нужно будет сделать точно так же. У нас получился красивый, аккуратный заводской край, не растянутый, все петельки ровные с обоих сторон. И дальше мы вяжем на необходимую высоту стоечки. Вяжем всегда одинаково, кромочную снимаем, лицевые провязываем, а изнаночные снимаем. Я связала примерно 6,5 сантиметров наш воротник-стойку. И теперь будем формировать кетлевочный кант. Я свяжу сейчас 2 сантиметра просто обычной полой резинкой, а затем начну формировать кант. Посмотрите, у меня рабочая нить там же, где хвостик, от набора петель. Сейчас мы 7 петель вяжем обычной резинкой. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. И дальше мы вяжем точно так же полой резинкой. То есть я вяжу лицевые, а изнаночные снимаю, только нить будет не перед работой, а за работой. Лицевую вяжем, изнаночную сняла, нить за работой. И таким образом мы провязываем ряд. А когда останется 7 крайних петель, то вновь выполним обычную полую резинку. Я уже провязала практически весь ряд. По изнаночной стороне образуется такой как бы шовчик из изнаночных петель. У меня осталось до конца 7 петель, и их я вяжу в обычном режиме. Эти петли будут образовывать планку. Разворачиваем вязание, и теперь мы свяжем еще 1 сантиметр самой стандартной полой резинки. В основном это получается в зависимости от вашей пряжи от 4 до 6 рядов. Первые 7 петель у нас так и есть полая резинка, мы их спокойно провязываем. И смотрите, подходим к этим петлям, которые мы вязали необычным способом. Вот это у меня лицевая петля, перед ней просто протяжка. То есть я лицевую вяжу, изнаночную снимаю. Мы сейчас провяжем полой резинкой 1 сантиметр. Я провязала 1 сантиметр полой резиночки. У меня получилось 4 ряда. Количество рядов должно быть обязательно четным. И закончила я вязание с противоположной стороны от нашего хвостика. Вот таким образом выглядит лицевая сторона. И вот так вот по изнанке. Но хотя вы можете выбрать лицом любую сторону. Теперь мы будем уменьшать количество петель полой резинки для того, чтобы перейти уже к узору основного полотна. Я так и продолжу вязать планку. В начале это 7 петель полой резинки. Выполнила их. А дальше мы начинаем уменьшать количество наших петель. Посмотрите,
Вот у меня сейчас на спице как бы изнаночная и лицевая. Я ввожу спицу в изнаночную петлю, подхватываю лицевую и протаскиваю сквозь изнаночную петлю и ее провязываю. И затем обе петли сбрасываю со спицы. У нас как бы опять получается такая ложная кетлевочка. Ввожу спицу в изнаночную петлю сверху, подхватываю лицевую, вытаскиваю лицевую петлю сквозь изнаночную и провязываю эту лицевую петлю. Обе петли скидываем со спицы. И таким образом мы сокращаем количество наших петель. Вяжем так, пока до конца ряда у нас не останется 7 петель, и последние 7 петель мы так и провяжем полой резинкой. Мне уже остались только петельки планки, но их осталось не 7, а 8. В начале воротника мы оставили 7 петелек планки, и планка как бы закончилась лицевой петлей. Вот она, лицевой. Поэтому вот эту вот лишнюю петлю изнаночную я сейчас просто провяжу вместе с лицевой, с этой петелькой планки. Необходимо только петлю лицевую повернуть, чтобы при провязывании она не стала скрещенной. И я их вяжу просто 2 вместе за переднюю стенку. И довязываю петли планки до конца. Наша горловина готова. И на спицах сейчас у меня 89 петель. Давайте теперь приступим к расчету реглана. С каждой стороны горловины у нас планка из полой резинки. И резинка это по 7 петель. И эти петли полой резинки мы будем считать так. Одна из них это кромочная петля. И остальные 6 петель мы делим на 2 и считаем их как бы за 3 петли. И если учесть все это, то на спицах у меня 79 петель и 2 кромочных. То есть точно так же, как мы и набирали с вами всего 81 петлю для вязания горловины. Дальше мы рисуем овал. Это наша будет горловина. Отмечаем регланные линии. На регланные линии я отвожу по 2 петли. Всего регланных линий у нас 4. Поэтому мы эти 2 петли умножаем на 4, и я получаю 8 петель уйдет на регланные линии. Из общего количества петель, из 79, вычитаю эти 8 петель регланных линий. Получаю, что 71 петля у меня уйдет на рукава, на полочки и на спинку. Распределяю эти 71 петлю следующим образом. Я делю ее на 3 части. Получаю 23,7. Это не целое число. Я представляю их в виде 3 целых чисел. Это 24, 24 и 23. В общей сумме будет 71 петля. И смотрите, эти части мы распределяем. Первую 24 мы делим пополам и получаем один рукав 12 петель и второй рукав 12 петель. Вторую 24 мы также делим пополам и получаем 12 петель одна полочка и 12 петель вторая полочка. И последнюю цифру 23 я отвожу на спинку. Дальше мы измеряем полуобхват ладони. У меня он 10 сантиметров или 20 петель. Благодаря этому мы найдем прямую часть горловины, то есть по спинке есть прямая часть и по переду есть прямая часть, после которой начинается плавное скругление горловины. Вот у меня он получился 20 петель, я их делю еще раз пополам и получаю по 10 петель. То есть наперед у меня уходит 10 петель, это по 5 петель на каждую полочку. И по спинке также 10 петель, но я взяла 9, потому что спинка изначально у меня нечетное количество, из нечетного количества петель состоит. И если я сюда возьму 10, то у меня останется здесь нечетное количество петель, и я не смогу с этой стороны одно и то же число петель отложить, и с этой стороны спинки одно и то же число петель отложить. Поэтому я взяла 9. Дальше нам нужно обязательно связать росток. Я решила, что росток у меня будет высотой 4,5 сантиметра.
То есть это глубина выреза по переду. В моем случае это 12 рядов. Количество рядов должно быть обязательно четным. Мы это количество рядов делим пополам, получаем 6 точек разворота. Точки разворота отмечены точками. И мы их распределяем. Большую часть точек распределяем по рукаву. И еще 2 точки оставляем наперед. То есть всего 6 точек с одной стороны и 6 точек с другой стороны. Также 4 точки на рукавах, 2 точки по переду. Дальше нам необходимо сделать коррекцию петель, чтобы спинка не стала шире, чем перед после того, как мы свяжем росток. Так как росток вяжется короткими рядами, и мы вяжем в основном только рукава и спинку, и в итоге у нас идут по спинке регланные прибавления, а по переду не идут. И будет разница петель. Чтобы этой разницы не было, поступаем следующим образом. Мы считаем, сколько точек разворота мы поставили на рукаве. У нас 4 точки. И эти 4 точки отнимаем от петель спинки. Получаем, что спинка останется 19 петель. Эти 4 петли мы никуда не выбрасываем, а относим их к переду. Вот 2 петли к одной полочке и 2 петли ко второй полочке, в общей сумме 4 петельки. Дальше, чтобы наша горловина не была квадратной и угловатой, нам нужны еще точки округления горловины. Я их отмечала звездочкой. Они выполняются по спинке и по переду. Много их брать не нужно, так как у нас горловинка впритык к шее. 4 будет достаточно. Я отметила 2 по спинке, 2 по переду с одной стороны, и также 2 по спинке и 2 по переду со второй стороны. Дальше давайте теперь рассчитаем все вот эти вот расстояния между точками, чтобы мы знали, в каком месте горловины мы делаем эту точку разворота. Начнем с округления горловины со звездочек. Посмотрите. Первые точки совпадают с нашим полуобхватом ладони. То есть вот здесь у нас вся спинка 19 петель. 9 петель у нас прямая часть по горловине спинки. И у нас остается в одну сторону 5 петель и в другую сторону 5 петель. То есть примерно по центру. Да, на половинке разделяем, получается здесь 3 петельки и 2. Чем ближе к регланной линии, тем лучше меньше петелек оставлять. Дальше, теперь переходим на перед. Здесь максимально близко нужно ставить эти точки для округления горловины. 1 или 2 петли, если у вас, допустим, очень тоненькая пряжа. То есть я от регланной линии отступила 1 петельку и еще 1 петельку. Вот у меня 2 точки разворота для округления горловины. И со второй стороны в точности также. Дальше росток. 1 точка ростка у нас совпадает с прямой частью горловины. И здесь также у нас петель небольшое количество. От точек вот этих вот округления горловины много отступать не надо, максимум 2. И если тоненькая пряжа, то можно до 3 петель оставлять. И в итоге мы уже можем рассчитать вот это вот последнее расстояние. У меня здесь 1 петля, 1 и 2, всего 4. Здесь 5. Это уже 9, и вся полочка у меня 14 петель, поэтому сюда остается только 5. Теперь переходим к рукаву. Минимальное количество от регланных линий по 1 петле я отступила, и у меня остается распределить остальные точечки. То есть получается 4 и 3, 3. Нужно просто взять равные участки. Если делится ровно, то все участки будут одинаковые. У меня ровно на 3 части не поделилось. У меня получилось 3, 3 и 4 петли. Теперь все вот эти точки наши для округления горловины, точки ростка и регланные линии нужно отметить маркерами на нашей горловине. Если вы это не сделаете, то просто-напросто потом запутаетесь при вязании. Я развешала все маркеры согласно нашим расчетам. В качестве маркеров я использовала цветные скрепки. Красными скрепками у меня отмечены регланные линии по 2 петли. Желтые скрепки – это росток. И зелеными скрепочками отмечены места, которые нам помогут сделать горловину более круглой и удобной. Обратите внимание, как считаем петли в полой резинке. В них считаются только лицевые петельки, то есть изнаночных как будто нет. Сейчас
Мы поворачиваем горловину изнаночной стороной к себе. Берем спицы основного размера на 0,25 мм больше. И мы начнем вязание для нашей горловины, чтобы ее сделать более округлой. То есть я сейчас начну вязать вот между этими вот зелеными маркерами, то есть только одну половину нашей горловины, ко второй пока не дохожу. И сейчас я вяжу изнаночными петельками вот до этого зеленого маркера, то есть до первого зеленого маркера, который на спинке находится. У нас идет сейчас ряд изнаночный, поэтому здесь регланные прибавления вязать не будем. Полую резинку я так и продолжаю вязать. И теперь перехожу на изнаночные петли и вяжу до первого зеленого маркера по спинке. Я довязала до первого зеленого маркера, который находится на спинке. Маркер убираем, разворачиваем вязание. Спицу эту отодвигаем, которой мы вязали горловину. Не спутайтесь, не начните вязать спицей меньшего размера. И сейчас мы будем выполнять точку разворота. Рабочую нить я увела назад, снимаю петельку, беру еще один маркер, он будет отмечать именно точку разворота. Это место нам понадобится, чтобы потом не было отверстий при вязании. И посмотрите, я маркер просто вешаю на рабочую нить. Все, повешала маркер на рабочую нить и дальше продолжаю вязать. Будем вязать до самого ближнего зеленого маркера. Но сейчас у нас ряд лицевой, и в лицевом ряду мы всегда будем выполнять регланные прибавления. Я их буду выполнять через накид. Перед регланной линией мы выполняем накид на себя. Переснимаем маркер, вяжем регланную линию лицевой, переснимаем второй маркер. И после регланной линии делаем накид от себя. И продолжаем вязание. Возле второй регланной линии также выполним прибавление. Вяжем до первого зеленого маркера. Я дошла до зеленого маркера. Возле регланной линии сделала прибавки. Маркер убираем. Разворачиваем вязание. Рабочая нить перед работой. Снимаем петельку. И также рабочую нить отмечаю маркером. И дальше продолжаю вязать изнаночный ряд изнаночными петлями. Прибавлений регланных в нем не будет. Накиды должна буду провязать скрещенными петельками. Первый накид я вяжу изнаночным за заднюю стенку. Дальше сама регланная линия также вяжется просто изнаночными петлями. Накид после регланной линии я вяжу изнаночной за переднюю стенку. И дальше продолжаем вязать просто изнаночными линиями. Сейчас мы провяжем вот до первого маркера, которым мы отмечали рабочую нить. И я покажу, как избежать отверстий при поворотных рядах. Смотрите, я вот дошла до этого маркера, которым мы отмечали рабочую нить. И поступаем мы следующим образом. Я вяжу еще одну изнаночную петлю. И теперь держу рабочую нить перед работой. Ввожу спицу в изнаночную петлю, снимаю ее. Тяну за наш маркер и вот эту протяжку накидываю на левую спицу и маркер могу убрать. Возвращаю изнаночную петлю, которую сняла,
И теперь петлю и эту протяжку мы провязываем изнаночной петлей. Я провязала 2 петли вместе. И теперь я вяжу до следующего зеленого маркера. Дошла до маркера, маркер убираем и разворачиваем вязание. Убираем спицу, которой мы вязали горловину. И выполняем следующую точку разворота. Снимаю петлю одну, беру маркер и опять же отмечаю рабочую нить. И сейчас мы должны довязать до следующего зеленого маркера. Но сначала избавимся от отверстия, которые образуются при точках разворота. Поэтому я сейчас сначала свяжу вот до этого маркера. У нас будет лицевой ряд, поэтому не забываем выполнять регланные прибавления. Также при помощи накидов. Перед регланной линией накид делаем на себя. После регланной линии накид от себя. Довязала до ниточки, которую мы отмечали маркером при точке разворота. Выполняю следующую после маркера петлю лицевой. Смотрите, чтобы петля не получалась скрещенной. Затем петля, которая у меня на левой спице, я вот так возьму и поверну, чтобы вязать ее за переднюю стенку. Опять же тяну за наш маркер и протяжку, которая вытягивается вместе с маркером, я надеваю на левую спицу. Маркер могу убрать. И теперь опять же эту протяжку и петлю я вяжу вместе лицевой. И я дошла до последнего зеленого маркера с этой части. Его убираю. Поворачиваю наше вязание. Буду вязать изнаночный ряд. Регланных прибавлений здесь не выполняем. И сейчас я перехожу на вторую часть горловины. И здесь буду точно так же вязать наше округление. И сейчас я довяжу вот до этого маркера. До первого зеленого маркера, который находится спереди. Снимаю петлю. Рабочую нить помечаю маркером. Мы делать будем так всегда при любой точке разворота. И вяжем изнаночными петельками. Я довязала до зеленого маркера, который находится спереди, до первого. Кстати, по пути до него я убрала маркер, которым мы отмечали рабочую нить, чтобы не было отверстия. И сейчас мы разворачиваем вязание. Убираю этот маркер и будем формировать округление горловины со второй части нашего воротника, то есть будем вязать вот до ближайшего зеленого маркера. Не забываем, что это спица у нас, с которой мы вязали горловину. Выполняем также точку разворота. Я отмечаю рабочую нить маркером и вяжу до ближайшего маркера зеленого цвета. Не забываем, что ряд у нас лицевой, и по регланным линиям необходимо выполнять прибавления. Я довязала до зеленого маркера, который на спинке, до первого, убираю его, разворачиваю вязание. И сейчас буду вязать вот до этого зеленого маркера, который находится спереди. Потом развернусь и довяжу до зеленого маркера, который на спинке. Сейчас мы с вами встретимся вот в этом вот месте, когда дойдем до последнего маркера спинки. Я уже довязала до последнего зеленого маркера.
его могу убрать, и дальше мы приступаем к вязанию ростка. Я разворачиваю вязание. И сейчас мы будем вязать ряд до ближайшего желтого маркера. Довяжем до него, опять же развернемся и по лицу будем вязать до ближайшего желтого маркера. И так постоянно развернулись, вяжем до ближайшего желтого. Развернулись, вяжем до ближайшего желтого, пока у нас не уйдут все желтые маркеры. Не забываем, что в лицевых рядах мы выполняем регланные прибавления. Не забываем убирать вот эти вот маркеры, которыми мы отмечали рабочую нить, чтобы не было отверстий и заметных следов при вывязывании укороченных рядов. Сейчас мы развернулись. У нас будет ряд изнаночный. Выполняем правильно точку разворота, отмечаем рабочую нить и вяжем росток. У нас каждый последующий ряд ростка будет длиннее предыдущего. Такой принцип, что мы всегда вяжем до ближайшего желтого маркера. Я уже довязала до последнего желтого маркера. Посмотрите, что получается. На спинке у нас образовался росток. А по переду еще нету ни одного ряда. Очень аккуратно выглядят точки разворота. Никаких отверстий нет. Полотно ровное. И с другой стороны. Это по изнаночной стороне. Имеется тут небольшая лесенка. Ее чуть заметно. Сейчас мы выполняем последнюю точку разворота. И будем вязать уже весь ряд до конца. Не забываем, что у нас последние петли вяжутся полой резиночкой. Это наша последняя точка разворота. Я довязала ряд до конца. Остались у меня маркеры регланных линий. И вот здесь вот маркер, который держит рабочую нить. Для того, чтобы у нас здесь не было потом отверстий. Росток готов. Он получился 4,5 сантиметра. Это вот это расстояние по спинке. На этом все. В следующей части видеоурока мы с вами будем выполнять сами регланные линии. Довяжем до конца место, где будем вшивать молнию, и выполним подрезы. Чтобы не пропустить выход видеоурока, не забывайте подписаться на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. До скорых встреч, всем пока-пока!